Всем плазменный привет! В сегодняшнем видео мы распакуем посылочку. В ней должен быть индукционный нагреватель. Распакуем, потестируем, что это такое. Прибыла посылочка в вот таком антистатическом пакетике. Дроссели немножко замяты. Идет вот такой нагревательный элемент в комплекте. Вот так вроде все цело и невредимое. На плате расположены два транзистора, дросселі, конденсаторы, несколько сопротивлений и конденсаторы 0,33 микрофарада, 1200 вольт. С этой стороны такой же конденсатор расположен. Простейшая схема, ничего сложного нет, можно самому собрать. Но, как всегда, не хватает времени. Решил приобрести, попробовать, что это такое. Давайте подключим. Подключим катушку. Подключаем провода для питания схемы. Характеристики данного модуля: входное напряжение от 5 до 12 вольт, максимальная мощность 120 ватт при 12 вольтах, размер катушки 7,5 сантиметров, ширина 2,8 сантиметра. Размеры самого модуля: длина модуля 5,5, ширину 4, высоту вместе с катушками, конденсаторы 4,5 получается. Так, сейчас подадим сюда напряжение. Подаю 10 вольт. В холостом режиме потребляет 1,7 ампера при 10 вольтах. Сейчас попробуем внести какой-нибудь металлический предмет. Взял обычный ржавый гвоздь. Пока все холодное. Вносим гвоздь в катушку. Поднимается ток потребления. Вырос до 5 ампер. Блок питания уходит в защиту. На 12 вольтах ток холостого хода 2,2 ампера. Полностью внес гвоздь в катушку.
Ток составил 7 ампер. Гвоздь разогрелся до красна. Вот на что способен данный индукционный нагреватель. Само устройство при этом разогрелось до 60 градусов, 69 местами, 70. Очень сильно нагрелось. Конденсаторы холодные, горячая плата. Катушка тоже очень горячая. В принципе, данное устройство можно использовать для нагрева каких-либо предметов. Можно применить для нагрева воды. Сюда пропустить трубку, по которой будет течь вода, и он будет его нагревать. Но при этом необходимо сделать дополнительное охлаждение для самого индукционного нагревателя, потому что очень сильно греется, он так долго не проработает. Необходимо какое-то принудительное охлаждение данного устройства. Ссылочку на продавца, где покупал данный индукционный нагреватель, оставлю ниже в описании под видео. На этом распаковка, небольшой обзор завершены. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.